Итак, девочки, приступим вязать тело. Тело вяжется, в принципе, стандартно легко. Нижнюю часть каждый может сейчас самостоятельно связать. Я не должна, показывать это видео, потому что там нечего показывать. Я сейчас вам скажу. Это очень легко. Делаем в кольцо амигуруми 6 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Теперь мы делаем 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ставим здесь маркер, начало ряда. И теперь вяжем аналогично всем вот этим вот шарикам, или голова, или туловище. Вот, 6 прибавок провязали, теперь вяжем 1 столбик, прибавка и так 6 раз. Следующий ряд 2 столбика, прибавка 6 раз. Девочки, вяжем до тех пор, пока мы последний ряд не провяжем 5 столбиков, прибавка и так 6 раз. У нас с вами будет 42 петли. Потом мы провязываем 3 ряда без изменений. Когда мы это сделаем, мы встретимся здесь с вами. Тогда надо вот посмотреть, где там ноги должна прицепить и все такое. Окей? А потом будут вот это вот убавление туловища. И смотрите, маркер у нее идет сбоку. Да? Хотя, в принципе, тут все равно, где он идет. Здесь везде идут убавки симметрично. Короче, провязываем вот эту часть, делаем прибавки до 42 петель и вяжем 3 ряда без изменений, и потом здесь встретимся. Итак, девочки, я провязала эти прибавки и провязала 3 ряда. Теперь мы будем делать убавки. Я вижу, что здесь еще пока рано ножки вставлять, поэтому сделаем пару рядов, еще провяжем, потом будем смотреть. Итак, мы сейчас с вами делаем Ну-ка. Да. 1 столбик, 1 убавка. И так 6 раз. Почему 1 столбик, 1 убавка? Здесь у меня тоже, по-моему, ошибка. Да, смотрите, чтобы вы потом не запутались. Вот мы провязали, и здесь стоит 1 столбик, убавка и так 6 раз. И выйдем на 36. Здесь отпечатка, девочки. Здесь 5 столбиков, убавка и так 6 раз. 5. Вот как мы закончили, так мы потом начинаем убавлять. Потому что, видите, потом у него уже идет 4 столбика, убавка 6 раз. Здесь просто отпечатка. Ты думаешь, ну не может быть такого. Так. Итак, мы сейчас вяжем с вами 5 столбиков, убавка и так 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. Вот. Провязываем так весь ряд, 5 столбиков, убавка 6 раз. И потом провязываем 2 ряда без изменений, 36 столбиков. И потом, я думаю, мы будем ножки вставлять. Итак, девочки, эти ряды я тоже провязала. Я сейчас приложила ножки. Я в себе еще что-то на 100% не уверена, что я уже могу сейчас их тут вставлять. Как-то так смотрится все очень интересно. Я даже не могу себе представить, как это будет смотреться. Я даже не знаю, девчат. Так, примерно так засуну. Надо петельки поделить, смотреть, где, что и как. Ну, что-то будет у нас, смотрите. Охереть. Это что такое? Здрасте. Что-то рожается, но непонятно что. Короче, может быть, в шортах он будет намного лучше смотреться, но... Ну как, мне он и сейчас уже нравится, но это какая-то будет офигенная фигура. Я уже это сейчас вижу. Короче, девчат, давайте еще провяжу пару рядов с убавками, а потом уже будет виднее, где эти култышки цеплять.
Итак, следующий ряд мы должны сделать 4 столбика, убавка, и так 6 раз. Да? У нас сейчас с вами в данный момент 36 столбиков. Мы делаем ряд 4 столбика, убавка 6 раз, и потом провязываем 2 ряда без изменения 30 столбиков. И потом уже точно мы вставим эти ноги. Так, раз, два, три, 4 и 1 убавочка. Ясненько, да? Итак, 6 раз до конца и потом 2 ряда без изменений. Итак, девочки, вот я провязала тоже эти ряд убавки, да, и 2 ряда без изменений. Теперь давайте мы, я думаю, ножки будем вставлять вот именно где вот эти вот, видите, вот эти части углубления, вот эти вот. Вот. Потом у нас еще идет ряд убавки и еще 7 рядов наверх, и потом уже там будут только ручки. Я думаю, что ноги мы сейчас их можем уже прикрепить. Боже ты мой. Так, не забыть, какой ряд, да? Вот так. Так нравится, как она ложится. Да что такое? Так, короче, 15 петель. Раз у нас 30, ну давайте поделим, да? 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15. Ну, блин, 15. А нет. А, у нас здесь 30. Да, доски зоны. Так не пойдет. У нас здесь 30, здесь-то больше петель. Здесь-то у нас было 42 петли. Так, короче, делаем на глаз. Самое главное, чтобы был у нас ряд правильный. Вот этот. И сейчас посмотрим. Можно сдвинуть. Сейчас я еще пока их не креплю. Я сама не знаю, девочки, куда их сую. Что мне тут ожидает. Запсина такая. Хотелось бы, чтобы все ровненько было, да? Так. Короче, вот в этом ряду, вот этот ряд, вот в этом ряду, где мы вставляем, у нас 42 петли. Вот. Но разделим на половину, получается по 21. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Вот сюда мы ее сделаем. 22? Нет, 21. Сюда. Мне нельзя ошибаться в математике. Мне уже страшно на ютубе в математике ошибиться. Так, девочки. Что-то здесь получается. Вот так. Вот так он хочет ложиться. Так, самое главное, чтобы был ровный ряд. Ровный ряд, ровный. Все ровно. Короче, цепляю все. Надоели мне уже эти окорочка. Я сейчас тут видео растяну, блин, на 3 части. Так. Где ж ты, моя ненаглядная, где? Девчат, не спать пора, я тут песни пою. Сразу понял. Где ж ты, моя ненаглядная, где? Он уже ждет. Ой, девочки, я сейчас описываюсь. Простите меня за мою речь, но не могу по-другому. Так. Ой, я тащусь от этой схемы, мне нравится. Сейчас я не вязала, но он уже... Что это будет, а? Ольга Колесникова. Это что-то будет крутое. Это будет взрыв Ютуба, блин. Такой мужик уже сидит, он уже ждет. Все, хватает сейчас вот это самое, это мне уже крышу сносит конкретно. Ой, кошмар. Мне так нравятся эти формы, я ж тащусь. Все, девочки. Солнышко. Так, следующий ряд. Следующий ряд. Где мы остановились? А, да, следующий ряд. Короче,
3 столбика убавка и так 6 раз. Да? Мы сейчас вяжем с вами 3 столбика убавка и так 6 раз. У меня же сын проснулся. Короче, 300... Девочки, извините. 3 столбика убавка, так 6 раз, а потом 7 рядов, пожалуйста, без изменений, окей? Девочки, смотрите, что у меня получается. Смотрите, какой класснючий. Я вот сейчас заполнила ватой. Провязала я 7 рядов наверх. Теперь у меня остаются 2 последние ряда. 2 столбика убавка 6 раз и 1 столбик убавка 6 раз. Мы дойдем до 12 петель, да? Вот 7 рядов провязали. Давайте теперь в этом ряду мы с вами вяжем руки. Это будет у нас как 8 ряд. Мы просто на 1 ряд сделаем больше, это ничего страшного. Можно, конечно, 1 ряд не довязывать и в 7-м вязать руки, но я немножко удлиню, оно ему не помешает, потому что, посмотрите, какие ноги-то у нас шикарные. Поэтому если тело чуть-чуть там на 1 ряд увеличится, это не страшно. Итак, мы сейчас с вами здесь остановились, да, у меня почему-то, ну, как сбоку, как и по схеме, сбоку идет у меня маркер. Рука, вот у меня вот здесь вот переход, впереди вот так вот будет лежать, вот так вот должна быть рука. Я чуть-чуть отойду назад, вот так, прикладываю руку и ввязываю ее в тело. Опять же, на глаз я это вяжу. Просто симметрично ноге. Так. Лишь бы она не сильно у меня вперед вышла, чтобы не пришлось перевязывать. Так нравятся мне эти ноги. Вот так. Вот так получается. Одна рука. Так, я не знаю, сколько здесь. У меня здесь в данный момент сейчас 24 столбика, да? Да. 24 столбика. Стоит считать, не стоит. Делаем симметрично ноге просто и все. 2, 3, 4, 5, 6. Большой. 7. Ну-ка, приложим. Вот так. Да, должно пойти. 7. 7 петель у меня здесь. Так. Раз, 2, 3 и 4. Так, ну-ка, девочки, смотрите, что было ровненько. Мне кажется, что ровно. Так, и теперь вяжем до конца ряда. Я вот сейчас думаю, здесь убавка идет до 12 петель. После 12 мы будем резко набирать на голову, потому что голова вяжется отдельно, а я хочу ее вывязать из тела. Ну, чтобы легче было нам всем. Вот останусь я сзади. Ну-ка, собери свои ножки. Блин, ох, какой пирожок получается классный. А мне так нравится, девочки. Жаль, что я не могу так показать
хоть бери как бегемота, вижу на коленях, честное слово. Вот, ну классный, мне уже нравится, я уже влюбляюсь, все. Интересно, какая будет морда у него. Так, теперь мы делаем один ряд. Я вот теперь сижу и думаю, может быть, нам достаточно одного ряда убрать до 18 петель. Если мы сделаем до 12 петель, у нас шея будет очень тонкая, а голова не маленькая. И она будет болтаться, а этого я не хочу. Давайте сделаем убавки только до 18 петель и посмотрим, насколько большое расстояние у нас получается. Не расстояние, ну, этот вот вырез шеи. Итак, мы сейчас с вами делаем 2 столбика убавка. И так 6 раз. Давайте, девочки, провяжем этот ряд самостоятельно и заполним хорошо ватой. 2 столбика убавка 6 раз. Итак, девочки, смотрите, что у меня получается. Вот такое чудо, оно достаточно большое и красивое, мне уже сейчас нравится. Я сделала убавки до 18 столбиков. Это значит, что последний ряд убавки, как у нее по туловищу идут, я не делала, чтобы мы в 12 столбиков не выходили. Потому что если мы отсюда будем вывязывать голову, то у нас будет очень тонкая шея, и голова будет болтаться. Мы этого не хотим. Итак, у нас здесь 18 столбиков. Голова вяжется отдельно, начиная с кольца амигуруми и так далее в прибавках до 48 столбиков. Вот эту часть мы игнорируем, потому что она у нас уже из тела связана, да, у нас на теле 18 столбиков. Теперь мы начинаем вязать отсюда 2 столбика прибавка и так 6 раз. И мы вяжем вот эти все прибавки до тех пор, пока у нас не будет с вами 48 столбиков. Когда мы эту часть довяжем, нам нужно будет связать 9 рядов без изменений, девочки. Голова большая будет. Ну, он, в принципе, сам не маленький. Мужик тут лежит. Вот. 9 рядов вяжем без изменений. Я это сегодня еще провяжу. Время у нас 1:30 ночи, и я пойду в баньки, девочки. Я поставлю себе будильник и постараюсь завтра утром рано встать и доделать это видео, потому что у меня очень много дел. Я представляю, что если только выставишь, потом немцы начинают сразу бомбить. А когда для нас? А когда для нас? А я бы хотела бы и для них сразу тоже выставить, чтобы они долго не ждали. Поэтому вот эту часть мы вяжем самостоятельно, делаем прибавки и 9 рядов без изменений. И завтра во всей красе или во всей свежести мы с вами здесь увидимся, окей? Всем спокойной ночи, если вы вяжете со мной ночью, поэтому паньки. Всем добрый вечер, девочки. Вчера связала я 9 рядов головы. Вот так это чудо у меня сейчас выглядит в данный момент. И, как я уже вам сказала, в схеме эти глазки с белыми, с белками, они пришиваются. Но я очень сильно хочу эти глазки ввести, или, вернее, закрепить за голову, да, чтобы не пришивать, а за голову их закрепить. Вот, для этого, чтобы знать, где их крепить и как их крепить, нужно связать мордашку. Вот, потому что по схеме вяжется до конца голова, наполняется полностью ватой, потом вяжется по ней мордаха, и потом эти глаза, они пришиваются. Значит, что мы с вами можем сейчас сделать, да? Я вот так думаю, что мы вот на этом 9 ряду сейчас здесь остановимся и будем вязать морду рыжего цвета. Вот. И когда мы ее свяжем, мы ее приложим и будем примерно видеть, где должны сидеть глаза. Тогда мы можем эти глаза вставить и закрывать дальше голову, ввязывая туда уши. А потом уже эту морду пришивать. Но пока я не знаю, как эта мордочка будет сидеть на самой голове, я не знаю, где креплять глаза. Крепить. Вот. Не знаю, где крепить глаза. Смотрите, как она по схеме выглядит. Видите? Нам нужно сейчас будет связать вот эту часть, которая идет вот так. Потом приложить ее и потом посадить глазки. Вот. Так что давайте сейчас вот эту голову пока отложим. И будем вязать с вами мордаху. Итак, девочки, вяжем мордочку. Здесь в начале ряда стоит, набираем 5 воздушных петель. Здесь маленькая ошибочка. Не 5, а 6.
Также было в носике. Я не могла понять, почему я не выхожу на эти петли. Там тоже была ошибочка маленькая в воздушных петлях. Но здесь все правильно, кроме вот этого. Так что запомните, здесь 6 воздушных петель. Это ничего страшного. Бывает. Итак. Все падает. Все летит. Берем контрастную пряжу. Набираем 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Со второй петельки мы вяжем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В последнюю петельку мы вывязываем 3 столбика. Раз, два, 3. Мы переходим на другую сторону и вяжем 3 столбика. Раз, два, 3. И в последнюю мы делаем прибавку. Здесь у нас начало ряда. Да, ставьте себе маркер. У нас с вами должно быть 12 столбиков в данный момент. Так, теперь мы делаем вот в эту первую петлю одну прибавку. Потом мы вяжем 3 столбика. Раз, два, 3. И потом делаем 3 прибавки. Одна прибавка. Вторая. Третья. И теперь мы вяжем 3 столбика. Раз, два, 3 и 2 прибавки. Одна прибавка. Вторая прибавка. Здесь ставим маркер. Я себе тоже поставлю, чтобы не запутаться. Дальше у нас с вами 18 столбиков. Теперь мы делаем 1 столбик, прибавка, 3 столбика. Раз, два, 3. Теперь мы делаем 1 столбик, прибавка, и так 3 раза. Раз провязали, столбик, прибавка, второй раз, столбик, прибавка, третий раз. Теперь мы вяжем 3 столбика, раз, два, 3, и делаем 1 столбик, прибавка, так 2 раза, столбик, прибавка. Так, у нас с вами 24 столбика. Следующий ряд мы вяжем 2 столбика, раз, два, прибавка, 3 столбика, раз, два, 3, и теперь мы вяжем 2 столбика, прибавка, и так 3 раза. 1, 2, прибавка, 1, 2, прибавка, 1, 2 и прибавка. Далее мы вяжем 3 столбика. Раз, два, 3. И также 2 столбика, прибавка. И последний раз 2 столбика, прибавка. Так,
У нас с вами 30 столбиков. Теперь мы, пожалуйста, вяжем 4 ряда 30 столбиков без изменений. Итак, девочки, провязала я эти 4 ряда. Теперь мы складываем вот эту мордашку пополам и провязываем 5, ну вот, чтобы вот так вот, да. Мы должны сейчас здесь провязать 5 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Потом здесь мы делаем воздушную петлю и провязываем 5 столбиков туда, воздушную петлю, 5 столбиков назад и так далее, чтобы у нас получалась вот такая переносица. По схеме, если это вяжется с такой велюрной пряжи, да, ну как такая, не велюрная, а фактурная пряжа, такая пушистая, то там вяжется столбиками с накидами наверх. У кого же такая Хималая, то обыкновенными столбиками. Итак, мы сейчас вяжем 5 соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Мы должны где-то здесь вот находиться, что сейчас мы будем провязывать потом 2, 4, 5 петель, чтобы расстояния вот эти вот были одинаковые, чтобы мы сейчас только вывязывали переносицу. Итак, мы делаем одну воздушную петлю и вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем воздушную петлю, поворачиваем и вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля, поворачиваем и вяжем опять 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И так мы еще провязываем 3 ряда. Туда, сюда и еще раз туда. Окей? Вот я провязала. Видите, это то, что я говорила в ушах. Если вот по краям делать эти воздушные петли, то они потом здесь по бокам торчат. Но здесь будет делаться полностью обвязка, поэтому ничего страшного. Так, провязала я еще эти 3 ряда. Теперь делаем мы убавки. Для этого мы делаем одну убавочку. Я введу сюда и сюда. 1 столбик и опять одну убавочку. Поворачиваем работу и провязываем здесь 3 столбика вместе. 1, 2, 3. Раз за раз. Вот такое у меня получилось. Теперь что мы делаем? Теперь мы эту мордаху давайте обвяжем. В принципе, достаточно было бы обвязать только вот эту часть, чтобы она ровная была. Но раз мы сейчас пойдем сюда, то мы ее полностью до сюда обвяжем. Чтобы не было вот этих вот всяких цик-цаков. Просто вводим в каждую петельку здесь немножко, блин. По краю вот так вот обвязываем. Вот что получается. Видите, или вот такой край, да? Или вот такой край, или вот такой. Разница есть. На углу сделаем 2 петельки. В принципе, если честно, да, я бы здесь закрыла бы. Я бы не обязательно бы обвязывала здесь дальше. Вот так. Спрячем ее
потому что здесь достаточно, здесь ровный край, я бы не обвязывала. Вот, теперь что мы можем сделать? Присоединить нить сюда. Вот так. Если кто хочет, вяжите по кругу. Мне кажется, что это не обязательно. Присоединила нить. Ложу эту же ниточку, которую присоединила, вот сюда наверх на работу. И обвязываю этот край. Здесь соединительный в конце. Вот. Ну и можно оставить нить побольше для пришивания. Вот так вот, девочки, должно получиться у вас. Так, подлиннее на всякий случай оставлю. Я не уверена, буду ли я ей пришивать, потому что я не знаю, как она возьмется, да. Но все равно оставлю, ее всегда можно отрезать. Итак, что у нас получается? Так, эту нить мы спрячем внутрь. Эту я спрячу тоже внутрь, чтобы она мне глаза не мозолила. Так, где наша псина? Я даже не могу себе представить, девчат. Короче, ух ты. Короче, вот так это ложится. Вот так примерно, да? Короче, вот так это ложится. И вы видите, да? Где должны быть глаза. Так, морду прям прикладываем прямо вот где шея. Видите? Я прям ее туда вот так буду прям прикладывать. Сейчас, конечно, мы ее пришивать не будем, мы ее будем позже пришивать, да? Но вы примерно можете видеть, где должны быть глазки. Если кому-то это немножко тяжеловато, такая техника, то довязывайте до конца голову, а потом глазки просто... где они у меня? Глазки просто будете прикладывать вот сюда, например. Вот так вот приложили и пришили. Окей? Вот. Я не хочу, у меня она насквозь проходит, и я могу запросто их прицепить. Итак, вот тело лежит ровно, вот эта вот часть переносица тоже лежит ровно. И глаза должны быть прямо вот здесь, вот в этих вот ямочках. Не ямочках, вот этих каймах. И вы можете сюда в данный момент, например, ну я тут еще вот это не довязала, не дошла я до этого, примерно где-то вот так вот, чтобы глазки шли. Вот так. Вот так идет один глаз, сюда идет второй. Кто еще их не довязал, просто возьмите маркерами, поставьте, где глаза должны быть. Вот тут. Я, например, сейчас просто воткну вот эти вот глазки. Девчат, посмотрите, вот эти как красиво смотрятся здесь. Блин. Теперь сижу и думаю, эти или те ставить. Но эти больше контраста, они как-то, не знаю, непонятно. Короче, я бы сказала, что у меня глаза будут стоять вот тут, наверное. Голова еще растягивается, да? Может быть, на одну дальше. Здесь, да, а здесь на одну дальше. Потому что не забываем, что мы их полностью с веками еще приделываем. Вот так. Сделали себе примерно вот такую вот эти две точки, где глазки будут. Эту морду можно будет убрать. И цепляйте теперь глаза. Цепляйте теперь глаза и довязывайте до конца. Вот. Мы сейчас, знаете, как сделаем? Уши у нее цепляются прям в самом верху. Их можно ввязать, так как голова так классно вяжется, что эти ушки можно ввязать. Посмотрите, ушки ввязываются прям где-то в ряду вместе с убавками. Да? Вот, я пока оставлю. Сейчас я вам покажу, как мы голову дальше закрываем. Так. Да, а носик он идет вот здесь.
если вот так вот идут глазки, то носик, он идет вот здесь. Вот так. Ну и, блин, я бы хотела, чтобы носик был немножко побольше. С петельками она прям все подходит, да? Вот сюда. Это будет виднее, когда ты морду эту набьешь ватой. Или вот такой пятак засунуть. Вот он прям по размеру будет сюда подходить. Да? Он 3,5 сантиметра у меня. Или вот такой нос можно будет посадить. Или такой связать. А может быть, с Гималая его связать? С Гималая он будет прям такой большой. Девочки, смотрите, он должен быть у нее по схеме, если вы видите, прям на всю переносицу. Попробуйте его же, не поленитесь, извините, что, да, я тоже с вами первый раз вяжу, что вам придется, может, перевязывать, но свяжите его, попробуйте с Гималая черной. Вот сюда. Я попробую. Перед тем, как это видео закончится, я сейчас попробую сделать его с черной Гималай, посмотрим, как оно будет смотреться. Ну, короче, поняли, да, как вот это вот глазки определить. Так, дальше что мы делаем? Это убавляем голову. Когда мы здесь 9 рядов провязали, то у нас начинаются убавки. Мы же, по-моему, провязали 6 столбиков прибавка. Это был последний ряд, да. 6 столбиков прибавка, потом мы здесь провязали 9 рядов, и теперь мы делаем убавки. Вот, девочки, мы делаем 6 столбиков убавкой так 6 раз по кругу. Провяжите, пожалуйста, 2 ряда с убавками, а в 4-м ряду вяжите ушки. Да? Вот. Я сейчас тогда доделаю эти глазки, вставлю их, сделаю 2 ряда с убавками, и потом мы здесь опять с вами увидимся и вяжем вместе уши. Девочки, смотрите, пока я еще тут голову не убавляла, да, я сделала второй глазик и решила попробовать, как она будет смотреться. И увидела, что если вот я прикладываю, как я вот наметила, да, если я эту голову набиваю ватой, то глаза могут отойти в сторону. Но это будет ужасно некрасиво. Да, поэтому или глаза надо ближе садить, или их, правда, нужно крепить вот здесь, и потом просто прикладывать именно тогда, когда вот эта вот морда готова. Да, чтобы... Потому что я бы хотела, например, вот эти вот части, чтобы они прям были спрятаны вот там внутри, понимаете? Чтобы вот так вот все это сидело красиво. А так красиво ты можешь сделать только тогда, когда морда набита ватой, когда это все пришито, тогда ты можешь правильно позиционировать вот эти вот глазки. Сейчас я не уверена, что я 100% могу попасть именно туда, куда нужно. Окей, мы можем подсчитать петельки. Например, у нас здесь было 5 петель и делали еще обвязку с 2 сторон. Это 7 петель. Мы можем тогда сделать, например, я вот глаз здесь посадила, да, мы можем сделать, например, расстояние между глазами, чтобы у нас было 7 петель. Вот делаем, например, вот возьмем вот эту часть, да, вот 2, 4, 6, 7. Получается, что один глаз должен быть здесь, один глаз должен быть здесь. Вот так. Вот если мы вот так сейчас посадим, да, между ними расстояние 7 глазиков. Старайтесь вот эти вот части, у нее вообще вот эти вот удлиненные веки так снизу были. Я хочу вот эти уголки, где мы закрепляли, обязательно спрятать, закрыть из-под вот этой вот переносицы, чтобы этого видно не было. И может быть так вот сейчас, это просто надо брать вот на обум, девочки, на глаз, да, и я не уверена 100% получится это или нет. Это может быть даже маленькое сильное расстояние. Поэтому, знаете, я сделаю все-таки, закреплю глаза, как делал это автор. И когда сделаю голову, даже если с креплением, ты все равно можешь в голову их воткнуть. На крайний случай можно их не пришивать, а на горячий клей еще приклеить. Даже если ребенок там должен как-то оторвать эти глаза, то вот эти глазки он не вытащит, потому что они все будут закреплены. Но я не поверю, что какой-то ребенок будет в рот брать вот это вот и этим давиться. Ну, не знаю я. Это уже должно быть тогда на усмотрение родителей, да? Вот. Потому что я очень хочу, чтобы оно у меня красивое получилось, но я не смогу сейчас 100% так это все посадить правильно, чтобы вот именно
в нужном положении сидели глаза, чтобы мордочка все у меня соответствовала. Поэтому я все-таки сделаю сейчас крепление здесь. Вот так. Ну, конечно. Как делал это автор. И будем закруглять. Как я уже говорила, закрываем сперва 6 столбиков убавка, потом ряд, да, потом 5 столбиков убавка, ряд, и потом здесь с вами увидимся. Итак, девочки, сделала я эти 2 ряда с убавками. Теперь у меня ряд, где я должна сделать убавки 4 столбика убавкой, так 6 раз. В этом ряду я хочу сейчас вязать ушки. И делаем вместе с убавками, потому что у нас как раз здесь так и получается, по-моему, пару петель, которые мы можем захватить. Итак, я остановилась здесь сбоку, ну и здесь сбоку, я думаю, их и вяжу. Вот, следующий ряд у меня начинается с 4 столбика и убавка. Игрушка большая, сейчас будет тяжело мне показывать. Обратите внимание, где у вас лицевая сторона, где изнаночная. Лицевая сторона, на ней видно очень хорошо ровненько эту косичку. Она прям вот линия это видать. На изнаночной стороне этой линии не видно. Она немножко по-другому смотрится. Поэтому лицевая сторона красиво будет вот так. Мы просто берем, вводим и провязываем 4. Подождите. Раз, два, три. Да. 4 столбика убавка. Хорошо посмотреть. Хорошо затягиваем, чтобы ничего не болталось. Раз, два, 3. Можно, знаете, даже что сделать? Не обязательно в этом ряду делать убавки, а просто проигнорируем один ряд без убавок сделаем. Просто провяжем один ряд. От этого не изменится форма. Вот так вот. Вот это вот будет одно ушко. Смотрите, как вам удобнее, чуть подальше его провязывать или поближе. Мне вот так нравится, чтобы она не сильно далеко там была. Вот, ну она прям где-то вот сбоку идет симметрично вот руке. Теперь я не знаю, сколько петелек надо здесь, потому что ушки, я как поняла, они у нее тоже просто пришиваются. Вот эту нить вам достаточно, вы провязали пару петель, ее спрятать. Пожалуйста, не провязывайте дальше, иначе у вас здесь такая полоска будет, она будет просвечиваться. Так, вяжем просто ряд дальше, без всяких убавок. Я что-то передумала делать в этом ряду убавочки, мы просто его провяжем на ту сторону, где мы должны будем ввязать опять ушко. Видно вам все? Так. Я сейчас не знаю, сколько у меня здесь петель. Я опять же, как говорю, на глаз это делаю. Так. Мне кажется, что я уже могу, в принципе, сейчас это ухо вязать. Сколько я провязала? 2, 4, 6, 8, 10, 12 петель я провязала. 12 петель. И я думаю, что мы можем это ушко приложить. Смотрите сами, чтобы оно было все симметрично. Вот так. Ой, какая она будет шикарная, девочки, я уже сейчас вижу. Вот так, прикладываем и ввязываем. Блин, тяжело мне уже показывать. Ноги такие у него, вот эти вот окорочка мешают. Так, лицевую сторону смотрим, да, обязательно, вот лицевая. Сюда вводим. Здесь вот пару рядов с этой ниткой провязываем. Так. Раз. 2. 3. 4.
Ну и провязываем до конца ряда. Можем остановиться на задней части головы. И теперь мы заполняем голову ватой и закрываем до конца. Следующий ряд у вас будет 4 столбика убавка и так 6 раз. Потом будет 3 столбика убавка и так 6 раз. И так далее, пока вы всю голову не закроете. Ох, какие у него локаторы. Смотрите, девчата, он такой большой, красивый. Мне нравится очень. Красиво будет вот эти вот ушки связать двойные, внутри вложить белую пряжу. Точно такое же ухо сюда вложить белое и обвязать вот этим рыжим. Тоже будет очень красиво. Да? Короче, наполняем голову, закрываем ее до конца, и потом с вами здесь встретимся. Итак, девочки, смотрите, что у меня получилось. Вот у меня голова. Голова достаточно такая крупная. Ну и сама игрушка у меня очень крупная. Размер у нее примерно такой, как у, скажите мне, единорог, которого я тоже делала видео. Да? Шея стабильная. Ничего болтаться здесь не будет абсолютно. Итак, что мы сейчас будем делать? Это мы будем делать, девочки, самостоятельно. Я пришивать здесь не буду, потому что я не смогу красиво пришить, потому что мне нужно ее на колени взять и погладить, поиграться с ним. Вот. Мне тяжело будет перед камерой показывать. Вы берете вот эту морду, заполняете ватой. Пожалуйста, немного ваты туда, потому что нам нужно будет делать утяжку. Утяжку, которая будет стягивать и делить мордашку на две части. Не сильно, но чуть-чуть. Вот. Мордашка ложится прям вот под шею туда. Вы ее ложите, и вот эта нитка, если вы ее оставили, вы по кругу это все добро пришиваете. Пришиваете так, смотрите, например, если вы здесь ватой заполните, чтобы вот, ну, чуть-чуть вот как-то вот так вот лежало, понимаете? А потом при этом, не так, чтобы она была так как-то натянута, а вот, чтобы вот эта вот форма мордашки была. Когда вы это пришьете, потом вы прикладываете вот эти вот глазки. Эти глазки, они прокалываются насквозь туда внутрь, но, пожалуйста, вот эту вот законченную часть, чтобы ее видно не было, да, постарайтесь ее под вот эту вот переносицу засунуть. Вот. Я же что сделаю? Я эти глазки хорошо засуну и посажу на горячий клей. На горячий клей я знаю 100%, что, ну, это будет 100%, она никуда не денется. Вот. Посажу на горячий клей один глазик, прям вот в этот уголок, и точно так же второй глазик. Вот. Так она будет смотреться. Точно так же. Сейчас она, конечно, смотрится немножко такое все какое-то страшненькое и необычное, но его нужно сперва сделать, девчат. Когда сидит нос, когда сидят глазки, это все совсем по-другому смотрится. Когда это все пришивается. Вот. Потом, насчет носа. Я попробовала связать нос из Гималая, точно такой же черный. Ужасно большой пятак получается, некрасиво. Поэтому, в принципе, можно использовать этот носик, да, который мы связали. Вот этот носик садится, ну, прямо здесь вот сверху на пипочке, вот так вот. Можно использовать или его, он, в принципе, сюда хорошо подходит, или вы можете использовать вот такой вот пластиковый. Если вы хотите пластиковый, он тоже садится на краю мордашки, то сразу его надо уже и с шайбочкой там снизу закрепить. Вот, вы закрепляете, а потом мордашку пришиваете. Окей? Ну, я думаю, что я возьму все-таки вот этот вот пластиковый нос, он у меня 3,5 сантиметра, он сюда очень классно подходит. Вот. Садить нос нужно прям вот так вот. Я бы так сказала. Чтобы вот он был не вот здесь с краю, а вот здесь. И потом отсюда так еще будет делаться утяжка. Вот так. Садим сперва нос, потом пришиваем мордашку. И когда у вас уже мордашка сидит, тогда будем делать вот эти вот глазки. Но глазки вы просто в уголочек так вот засовываете их туда и садите их на горячий клей. Смотрите, она будет очень красивая. Потом мы сделаем с вами брови, сделаем утяжку. И в этой схеме что еще делается? В этой схеме, девочки,
вяжутся еще шорты для него. Я очень хочу связать ему шорты, потому что он вот с этими такими окорочками так интересно смотрится. Мне бы хотелось ему все-таки связать шорты, как по схеме. И еще хвост. Вот почему-то хвост я не нашла. Или я просмотрела, или я его не нашла. Сейчас посмотрим, если он тут есть, то мы сейчас еще с вами свяжем хвост. Если его тут нету, то ну, я сама какой-нибудь хвостик с вами свяжу. Так. Нет, девочки, хвоста нету. Мне кажется, из-за того, что у него то, что он в шортах. Вот. Но хвостик я с вами свяжу, когда мы его полностью доделаем. Доделаем сейчас мордашку, потом свяжем ему шорты и потом свяжем еще хвостик. У кого есть желание, хвостик вы можете пришить сзади прямо на шорты. Если шорты должны сниматься, то вам не нужен этот хвост, потому что вы его все равно видеть не будете. По схеме его нету, потому что, скорее всего, просто он у него внутри в штанах. Хвост. Вот, так что у кого есть желание, можете вязать. Но я думаю, что я вам покажу маленький хвостик. Там маленький нужен, не длинный. Так, ну что, тогда пришиваем морду, приделываем глазки, да. И я пойду найду пряжу, чтобы связать с вами шорты, чтобы вязание уже, в принципе, было готово. Помните, я вот последнее сейчас видео или предпоследнее выставляла кошечки такие одетые в таком пестром осеннем тоне, такое красивое платьишко. Вот я хочу эту же нитку использовать ему для штанов, потому что она все будет в цвет. Она у меня еще осталась, я хочу ее использовать. Так, сейчас я принесу, и мы начнем. Итак, девочки, смотрите, посмотрела я пряжу для этой собаки. Вот из этой пряжи я вязала кошечку. И мне кажется, блин, ну она так красиво будет подходить сюда, если вот связать такие шорты. Конечно, хотелось бы что-нибудь такое, может быть, ярко, какие-нибудь голубые ему шорты сделать. Вы уже сами выбирайте, какую пряжу хотите, но мне вот так охота вот эту пряжу использовать. У меня еще ее много, поэтому хотела, потому что здесь рыжие тона. Здесь, смотрите, девочки, рыжие тона, коричневые тона, все подходит. Поэтому вот из этой пряжи я сделаю ему шорты. Так, вязать я буду наобум, как говорится. Беру простые спицы, которые мне удобно. Спицы, мне кажется, это 3, возьму с леской. У меня прям аж руки чешутся вязать спицами, потому что я очень давно не вязала. И иногда, когда у меня уже палец от крючка болит, мне просто охота перейти на спицы. Это неплохо, в принципе, для Abwechslung, это для Abwechslung. Ну как? Ну что-то поменять, другое сделать, короче. Не обязательно всегда крючком, а другое. Так, шорты. Я сейчас буду вязать этой пряжей, этими спицами. Не знаю, войду ли я в диаметр полностью. Там видно будет. Короче, мы вяжем просто по схеме. Здесь у нее была пряжа. Я не знаю, она объясняет это, не объясняет, показывает. Нет, полностью какая пряжа и что здесь не стоит. Вот. Но мы будем вязать по схеме и посмотрим, что получится. Итак, набираем 30 петель. Я надеюсь, девочки, все могут спицами вязать. Вот. Ну, для 30 петель я, наверное, ставлю вот столько примерно. И набираем. Набираем вот так вот петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Набираем 30 петель и вяжем резинку одну к одной. Это значит, кромочную мы снимаем и потом вяжем одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную. Набираем сперва 30 петель, и кто не знает, я вам сейчас покажу, окей? Вот я набрала 30 петель, одну вытаскиваю, и мы вяжем 1, 2, 3, 3 ряда вяжем резинкой. Первая петля называется кромочная, мы всегда ее снимаем. И резинка, это петля лицевая и одна петля
изнаночная, петля лицевая. Некоторые вяжут изнаночную вот так. Меня почему-то папка научил вязать ее вот так. Не знаю почему. Лицевая, изнаночная. Когда мы так вот вяжем, у нас получается резинка. И так мы вяжем весь ряд. На другой стороне мы опять же первую снимаем и вяжем по рисунку. Та петля, которая лицевая, она вяжется лицевой. Та, которая изнаночная, она вяжется изнаночной. Это, девочки, я для тех, кто, правда, никогда не вязал. Я знаю, что наши русские женщины все им умеют вязать в основном и крючком, и спицами, потому что нам это нужно было в школе делать. Последняя вот эта петля всегда провязывается изнаночной. Поворачиваем работу. Первую снимаем. Вот смотрите, вот эта вот петля, вот эта вот идет лицевая, вот эта изнаночная. Вот, затягиваем немножко. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так далее. И потом у нас получается вот такая резиночка. Провязываем вот этот ряд до конца и еще один ряд, и потом с вами увидимся. Итак, девочки, вот такая у меня получилась резиночка. Теперь мы вяжем один ряд с прибавками. Для этого первую, как всегда, снимаем и вяжем одна прибавка. Как мы делаем прибавки? Некоторые делают просто накид, но тогда вам с другой стороны, с изнаночной, нужно будет петлю как-то ее с другой стороны вывязывать, чтобы не было дырок. Поэтому я вам покажу метод, но я думаю, все его знают, но все равно вам покажу, как можно сделать эту прибавку, чтобы не было у вас дырок. Для этого первую мы сняли, делаем прибавку. Мы сперва провязываем, но петлю отсюда не снимаем. Провязали. Теперь опять идем туда же, только за заднюю стенку вывязываем еще одну. И вот у нас получилось с одной петли 2 петельки. И теперь мы спускаем. Прибавка и идет лицевая. Теперь опять прибавка, вот так. Идем сюда же, за заднюю стенку. Вот так. И лицевая. И так мы вяжем до конца ряда. Прибавка, лицевая, прибавка, лицевая. И так далее. Ой, девочки, какое наслаждение тоже спицами вязать. 100 лет не вязала. Ясно, да? Так вяжем до конца ряда. Прибавка лицевая до конца ряда. Вот я сделала этот ряд. Последняя всегда петля вяжется, кромочная петля вяжется всегда изнаночной. Теперь по схеме автора мы вяжем 10 рядов просто полотно. Вот смотрите, вот это вот, там где вот такие вот полоски получается, это изнаночная сторона. Вот это вот, где никаких полосок нету, это у нас лицевая сторона. Вот, поэтому я хочу, я не знаю, как по-русски называется это полотно, когда просто одно ровное лицевое полотно, вот как у нее здесь, да, как оно называется, когда колосьями просто связано. Это значит, что мы вяжем изнаночную сторону только изнаночными петлями, а лицевую сторону мы вяжем только лицевыми петлями. Изнаночные вяжутся только изнаночные. Вот. Провязываем один ряд изнаночными петлями, и следующий ряд, если вы поворачиваете, мы вяжем лицевыми петлями. Как лицевые петли вяжутся, вы знаете. И так мы вяжем 10 рядов. Это значит один ряд изнаночный, один лицевой, один изнаночный, один лицевой. И так все вместе 10 рядов. И потом увидимся здесь с вами. Вот, девочки, смотрите, связала я такую одну деталь. Вот эти 10 рядов. Теперь у меня сейчас как раз идет такая рыжая пряжа, смена. Но по схеме мы должны связать 2 таких детали. Я как поняла, это будет одна ножка, штаны,
и точно такую же еще одну свяжем. Да? Мы делаем сперва резиночку, и потом прибавки один ряд, как мы сейчас с вами делали, перемотайте чуть-чуть назад, и 10 рядов такое. Свяжите, пожалуйста, еще одну такую детальку. Вот. Закрывать здесь ничего не нужно. Если у вас, конечно, есть точно такие же спицы, то вяжите такими же спицами, да, вторую детальку, а это оставьте просто здесь. Если у вас спиц таких нет, то возьмите на одну прямую спицу, перекиньте все петли и вяжите вторую деталь точно этими же спицами, чтобы все было одинаковое. Окей? Короче, вяжем еще одну такую детальку. Доброе утро всем, девочки! Итак, я связала две части. Они у меня были связаны из двух разных клубков, чтобы я более-менее вышла на одинаковые полосочки. Теперь эти две части я все одела на спицы, в которой есть леска. Спицы у меня номер 3. Пряжа, если вдруг кто-то хочет вязать именно вот по количеству этих петель и по убавкам, именно как делаю я все равно вам хочу показать, что эта пряжа идет 100 грамм на 170 метров, чтобы вы знали примерно, ну, чтобы соответствовало там также вашему размеру потом, да. Вот. У меня здесь 44 петли и здесь 44 петли. По схеме у автора почему-то получается на каждой части 58 петель. У меня с петлями не сходится, поэтому идею беру у автора, а немножко переделаю на свой лад. Автор также берет и все вот эти вот петельки закидывает на 4 спицы или на 3 спицы и вяжет по круговому, как носок. Я хочу же все-таки сделать на одной и сзади на спине эти штанишки сшить, потому что я хочу их украсть немножко с пуговичками и все такое. Поэтому кто хочет, делает их на 3 спицы, кто хочет, делает на леску, как делаю это я. Что-то мне сегодня с речью немножко тормозит. Итак, мы сейчас провязываем один ряд, второй ряд, третий ряд и четвертый ряд. Короче, провязываем 4 ряда, соединяя вот эти вот две детали. Здесь у нас нить, когда мы до сюда дойдем, мы просто эту нить привяжем к этой и будем вязать дальше, да? Давайте тогда вот эту деталь сейчас провяжем, и потом я здесь покажу, как я соединю это. Итак, я вот эту часть провязала, теперь я пришла вот к этой части. Здесь, ну, просто взять вот эти вот две ниточки, между собой завязать. Очень плотно. И вязать дальше. Вяжу я туда лицевыми, назад изнаночными. Итак, все вместе мы дальше провязываем 4 ряда. Вот было 1 и еще 3, да? Итак, девочки, провязала я эти ряды. Теперь мы будем делать один ряд с убавками. Мы делаем 5 петелек, убавка. И так до конца ряда. В конце ряда у нас там еще останется пару петелек. Я эти убавки сейчас примерно на глаз сама так подумала, как сделать, чтобы не сильно резко сразу убавить и тут же плавно как переход был. Вот. Провязываем 1 петля, 2, 3, 4, 5. И делаем убавку. Убавку можно делать за передние стеночки, вот так. И можно делать за задние стеночки. Но у меня эта нитка немножко толстая. И я сейчас провязала здесь убавки, и они очень сильно видны. Есть еще такой метод, что ты петлю снимаешь, эту петлю провязываешь, и эту петлю потом одеваешь назад. И не сильно видно эту убавку. Вот так вот я хочу убавлять. 1 лицевая, 2, 3, 4, 5. Снимаю, провязываю и закидываю назад. Это убавка. Да, она более-менее не видно. И так провязываем до конца ряда. 5 петелек, убавка. В конце, может быть, еще у нас 3-4 петельки останется, мы их просто так провяжем. Если вы этот ряд провязали с убавками, то потом вяжем 3 ряда без изменений.
Итак, девочки, я провязала эти ряды. Сейчас мы делаем еще один ряд с убавками. 4 петельки, убавка. И так до конца ряда. И потом провязываем еще раз 3 ряда без изменений. Я сейчас приложила, померила. В принципе, очень хорошо подходит. Все равно, вот как бы ты ни хотел, убавки на таких петлях, они все равно видны. Но это не страшно. Итак, провязываем еще один ряд с убавками. И, в принципе, потом достаточно. Нам надо будет потом провязать 3 ряда без изменений. И вяжем еще нужную нам высоту резинки. Просто одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая. Чтобы вот этот поясок получился у нас. И все. Нужно будет прикладывать, смотреть, насколько вам это достаточно. Кромочную снимаю. 1, 2, 3, 4. И делаем убавку. Так, 1, 2, 3, 4 и делаем убавку. Сколько там в конце еще петелек останется, я не знаю, девочки. Делаю убавки сейчас на угад. Нам примерно нужно будет выйти, ну, у меня на поясе где-то около 60 петель должно остаться на резиночке. И вот этими убавками где-то примерно я так подрасчитала. Так, 1, 2, 3, 4, убавка. И так мы вяжем до конца ряда. Когда вы провяжете этот ряд, то вяжите потом еще 3 ряда без изменений, да? 3 ряда без изменений наверх, и потом нужное количество рядов резинки. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, вот такой резинки. Но я думаю, что красиво будет точно такое же. Здесь, по-моему, 3 ряда было. Точно такое же количество. Она потом стягивает эти штаны автоматически. Получается как шаровары. На ногах широкие, а на поясе они должны сидеть прям вот у меня вокруг пояса где-то 60 петель. У меня получается так, что здесь вот 30 петель. И мне еще столько же не хватает, чтобы сделать обхват пояса собаки. Вот. Окей? Делаем ряд до конца с убавками. 3 ряда без изменений. И ряда 3-4 резинкой. Итак, девочки, смотрите, что у меня получилось. Довязала все эти ряды. Могу сказать, у меня сейчас здесь где-то, ну не знаю, 63 или 63, по-моему, петельки. 63 или 64 петельки, что-то такое. Можно было один ряд еще сделать с убавочками, но штаны у меня сидят очень низко на собаке, и они как раз по всему поясу эта резинка ложится. Итак, вот здесь вот, где у нас заканчивается, вот эти вот детальки мы с изнаночной стороны сошьем вместе здесь и здесь. Вот. Потом у нас остается вот эта вот задняя часть. Если вы хотите, вы можете также ее сшить, да? Просто и штаны можно будет одевать. Или вы можете сделать с пуговичками. Я подумаю, что здесь делать. Еще пока не знаю. Вот. Потом тут же вяжется, у этой собачки вяжется такая лямочка, которая вот штаны держит. Я эту лямочку здесь делать не хочу, но думаю, может быть, ему такой тоненький шарфик сделать вот из резиночки. Может быть, буквально вот на 2 петельки, которые вокруг шеи обматываются. Вот, там уже сами решайте, что вы хотите ему сделать. Так, собака сама. Смотрите, вчера я еще доделала ей морду. Я пришила ей морду. Потом приклеила, не знаю, хорошо вам видно или нет, приклеила ей на горячий клей глаза. Они очень плотно сидят, тут ни один ребенок их не оторвет. Мне, в принципе, очень нравится. Единственное, что нам осталось еще сделать, это утяжки. Утяжки на мордашке. Здесь брови, глаза я утягивать не буду. Вот только надо эту морду сделать и брови. Так, сейчас я здесь окно закрою, сильно отсвечивает. Вот так уже, наверное, лучше видать, да? Итак, девчат. Если, например, показать вам шорты, видите, у нее вот из этих вот ляшек, да, шорты, в принципе, неплохо то, что они так широко сделаны. Посмотрите, как она по цвету все будет комбинировать здесь. У меня такая кошечка есть от Юли Денега. Вот так. Я их когда пришью, одену, там уже будет лучше видно. У него будут такие, как шаровары. Здесь тоже они пришиваются. Это немножко ниже у меня отпускается. И у меня резинка прям вот
Прям вот так она ложится. Вот здесь. Можно было бы чуть-чуть ее поуже сделать. Ну, я их буду ниже отпускать, потому что, чтобы мотня у меня здесь сошлась. И они вот буквально вот так вот углом на животе у меня будут лежать. Будет, девчата, очень круто. И что-то мне на шее не хватает. А на шее, правда, вот может быть 2 косички просто тоненького шарфика. Но это так муторно в такую длинную косичку из 2 туда-сюда, туда-сюда вязать. А крючком, если ты свяжешь, крючком намного быстрее и легче, но уже там вязка отличается очень сильно, да, поэтому посмотрим. А может даже ничего не буду делать, посмотрим. Вот. Классно сидит, мне нравится. Короче, вот это я все сошью, потом одену, покажу, как он выглядит. Давайте сделаем утяжки ему. Так, утяжки я для этого беру иголку 18 сантиметров, у меня вот такая длинная есть. Я всегда люблю утягивать тоненькой ниткой ирис черным, но в этот раз, так как пряжа очень качественная у меня получилась, она такая плотная, и если я буду ирисом утягивать, она у меня вся спрячется внутри, а мне бы хотелось, чтобы видно было. И я вот так вот приложила, в принципе, то, что она, знаете, вот пушистая, я люблю обшивку делать ровной нитью, но здесь она будет смотреться, я уже попробовала. Итак, надо где-то так ввести, да, чтобы... Что-то мне охота вот здесь почему-то вести, чтобы вот эта морда не висела на низ, а как-то даже задралась, вот курносой вот такой задралась, понимаете? Чтобы она как бы бульдог такая выглядела. Кого? Вот эту. Сладкие. Ты мне в данный момент мешаешь очень сильно. Мама. Так, девочки, сделаем утяжки. Я хочу воткнуть или ввести иголку сюда. Выведу ее отсюда. Надеюсь, она у меня там останется. О, да, самый класс. Она уходит прям внутрь, ее не видно. Так, теперь мы утягиваем морду. Морду прям так хорошо ее надо утянуть. Может быть, вокруг носа обмотать. Вот так. Точно. Смотрите. Потому что... Точно, девочки, потому что я иглой не войду, там вот такая большая шайба. Вот так. Чтобы вот такое получалось. Вот так. И просто положить. Ой, смотрите, как красиво. Просто вокруг носа обмотала. Затянуть. И вот так вот положить. Вот так. Красиво получается. И теперь входим опять сюда же и выходим там, где брови. Немножко ее утягиваем, но чтобы полосочка была видна. Вот так. И здесь делаем брови. Я не буду сильно большие делать, такие сделаю маленькие над глазами. Так, и здесь. И веду опять в ротик сюда. Вот такая морда получается у меня, девочки. Ну ничего, собачья вроде бы. Можно сделать пару вот таких вот, как они называются? Ну такие эти, как будто вот усы, не усы.
Но я их не буду делать, я оставлю. Все. Вот такая у меня получается мордашка. Здесь я сделаю узел. И проткну насквозь. Так. Проткну насквозь и здесь отрежу. Ну и все. Собака, в принципе, вязание самой собаки готово. Мне очень нравится. Сейчас я ее только еще одену. Покажу вам, что из нее получилось. И будем выставлять видео. Так, девочки, смотрите, что у меня получилось. Ну, морда вам знакома. Блин, мне встать надо. Я так не могу. Я уже ничего не вижу. Камеру задрала наверх, чтобы видно было. Потому что собака получилась большая. Она получилась 40 сантиметров. Все-таки я связала такую резиночку. И вот как здесь вязала, так и здесь связала резиночку. Пришила с этой стороны, пришила с той стороны. Вот. Получилась у меня вот такая вот форма. Из-за живота вот такой какой-то он... Не знаю почему у меня резинка неровна. Может быть, надо было еще пару рядов провязать, но получилось у меня вот именно так, и мне так нравится, что он такой вот хозяйственный мужик, пузатенький такой вот. Ну, а как вам объяснить? Ну, вы поняли меня. Вот, получился такой косолапый. Я это самое снутри, с изнаночной стороны сшила. Между ног, вот так вот он сзади выглядит. Хвоста нету, но я вам все равно сейчас покажу хвостик, как можно хвостик связать. Хвостик, в принципе, большой здесь не нужен, маленький, у кого есть желание. Мне сейчас захотелось этот хвостик ему пришить, хотя по схеме автор хвостика не делал. Он не посчитал нужен, потому что в штанах я такого же мнения, я бы ему сейчас хвост не вязала. Ну, подумаешь, хвост спрятался в штанах, да, ну и зачем он нужен? Но все-таки мы можем связать хвост, тогда мне придется штаны здесь распустить, пришить хвост и оставить здесь одно место, чтобы этот хвост вытащить. Тогда она будет, ну, еще круче смотреться, мне кажется. Тогда он уже будет настоящая псина. Вот. Ножки все равно можно двигать, он может сидеть. Это я вам потом сделаю фотографию, покажу, как он выглядит, когда уже полностью его доделаю. Цвета шикарные. Конечно, можно было сделать его в каком-нибудь ярком цвете, может быть, там, ну, не знаю, голубой или еще что-то. Но я ужасно люблю вот эти вот осенние оттенки. Я люблю или вот такие осенние, или ярко-красные. Я вообще днем ночью бы красный цвет носила. Не знаю, может быть, это опасно, потому что быков, которые на меня смотрят с красными глазами, очень много. Вот, я тут, можно сказать, как приманка для них в этих красных вещах, но люблю, ничего поделать не могу. И люблю осенние цвета, вот именно вот эти все желтые, коричневые, я их обожаю. И у меня есть такая кошечка, которая тоже одета вот из этой пряжи, и я потом сделаю фотографии. Для немчиков я сделаю точно такую же собаку, но только в таком наряде, как я делала, из такой же пряжи, только зеленой. И у меня потом будет парочка, такая целая компашка. Вот так вот она выглядит. Давайте, девочки, свяжем еще хвостик. Это единственное, что осталось. И слава богу, я буду фертих с этим всем, потому что я реально, что-то от этого видео я очень устала. Я его вязала почти 4 дня. Я забросила здесь в доме все, и детей, и всех, потому что мне нужно было уже это доделать. И сделаю немножечко паузу. Так, делаем кольцо амигуруми и делаем 6 воздушных петелек в кольцо. 3, 4, 5 и 6. Затягиваем. Провязываем одну прибавку и 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем опять одну прибавку, провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. И так мы делаем постоянно до нужной вам длины. В следующем ряду мы делаем опять одну прибавку,
И провязываем 7 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Опять прибавка. 8 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Можно один ряд провязать без изменения. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, что еще? Еще сделаем один ряд. Еще сделаем одну прибавку. И по кругу до прибавки, которую мы делали. Вот. Теперь мы можем сделать в каждую вторую петельку прибавку, чтобы образовалась у нас такая кайма, к которой мы можем потом пришить. Например, сделаем там 1 столбик, 1 прибавка. Ну и так до конца ряда. 1 столбик, 1 прибавка. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. Ну, еще одну. Так, делаю соединительную петлю, оставляю нить чуть подлиннее и пришиваю к телу. Вот такой хвостик. Достаточно для этой псины. Пес у нас не породистый, свой, родной. Там сильно пушистый, крутой хвост не должен быть. Самое главное, мозги у него работают. Вот. Блин, у меня тут бардак. Короче, девочки, вот так он должен торчать. Для самых ленивых, у кого собака идет просто как декорация в подарок, пришиваем прямо на штаны. Для самых не ленивых снимаем штаны, пришиваем и делаем здесь, где мы сшивали штанишки, делаем дырочку для хвоста, чтобы его вытащить. И вот так вот он будет. Ну, это уже тогда будет настоящая псина, что говорить. Да? Вот. Ну, все. Слава богу, еще раз скажу, честно устала. 4 дня снимала не потому, что тяжело его вязать, а потому что времени постоянно нету, хотя тут сидишь на карантине дома все время, но постоянно какая-то работа. Еще тяжело, когда дети, кто-то заходит, кто-то нужно и кушать, и убирать, и самой просто охота прилечь. Поскорее бы уже это все закончилось, Господи, и нас не коснулось. Итак, девчат, вяжите, пожалуйста, с удовольствием. Легких вам всем петелек. Еще раз огромное спасибо за то, что вы со мной вяжете. Для меня это очень-очень-очень много значит. Спасибо вам огромное. Всем здоровья, добра, не болейте. Любите и цените друг друга. И до следующего раза. Пока.